Привет! Сегодня к просмотру этот толстенький скетчбук представлюсь тем, кто впервые на моем канале. Меня зовут Юля Сайфан, я художница. Несколько лет назад я начала в нем делать разные вещи. Бумага показалась слишком тонкой. Пробовала по-разному взаимодействовать с этой бумагой. Поэтому вперемешку у меня работы разных лет. Сам скетчбук я когда-то покупала на eBay. К сожалению, сейчас такие не продают. Бумага по ощущениям как газетная. Это выглядит как маленькая книга с суперобложкой. Чтобы не пачкалась, снаружи обернула целлофаном. И добавила закладку. Когда толстый скетчбук, это удобно. С левой стороны в скетчбуке я прикрепила визитку. Тест на жидкий уголь. Как можно стирательной резинкой выбрать с поверхности листа. Никак не соберусь сделать отдельное видео. Отснято много материала о угле. Сейчас о другом. Начну с самого главного, что есть разница между тем, когда художник стоит с этюдником и привлекает к себе внимание своей большой фигурой, или кто-нибудь в сторонке сидит, у него слева графические материалы, у него на коленках раскрытая книжечка, и он как будто что-то откуда-то смотрит и записывает. Это то, что я вам могу рассказать из своего опыта уже к концу этого скетчбука. Но в начале были другие вещи. Скетчбук заполнен не по порядку. Я пыталась по-разному взаимодействовать с этой бумагой. Прежде всего в ход пошли цветные карандаши. Меня это не устроило. Потом я распробовала рисовать по этой бумаге углем и чернографитным карандашом. Вернулась к первым страницам, стерла все, что меня не устраивало, нарисованное цветным карандашом, поэтому сквозь портреты видно какие-то цветные пятна. Наброски с натуры, пока я ждала подругу в кафе, успела порисовать пожилых людей. Это моя любимая категория натурщиков. Они могут сидеть долго и неподвижно. Вместе с пониманием ощущений от этой бумаги я искала, как мне удобно делать наброски. Цветные карандаши не подошли, потому что трудно сразу работать пятном. А в моем понимании живописи и рисунка должно быть изначально пятно, а потом линия. Слева наброски с подруги, справа по дороге домой в поезде успела что-то нарисовать. Даже не пыталась организовывать развороты, рисовала просто на тех местах, которые были свободны. Слева набросок с девочки, фотографировала в кафе ее, а справа набросок с дочки. Слева голова – это моя дочь, справа кадр из фильма. Портрет углем по кадру из фильма, набросок карандашом с моей дочери. Для работы углем поверхность должна быть шершавой, не гладкой, потому что у угля должно быть сцепление с листом. И то же самое можно сказать о штриховке цветными карандашами. Они не должны скользить по поверхности листа. Справа набросок цветка масляной пастелью с линером. Хотела сочетать эти две вещи. Слева уголь и графитный карандаш. Тоже набросок с моей дочки. Портрет по кадру из фильма и набросок масляной пастелью. Здесь без этого тонкого линера. Помню ощущения от этих набросков масляной пастелью. Не было настроения прорисовывать детали, формат слишком маленький, для живописи это как-то тоже не очень глубоко. Все-таки масляной пастели нужен больший формат, потому что она неповоротливая, большая.
Слева портрет по кадру из фильма, справа масляная пастель. Уголь я закрепляю фиксативом, но часто он все равно отпечатывается на соседней странице. Поэтому прокладываю. Вот так выглядел мой скетчбук до того, как я поняла, что можно работать в нем углем, пятном. Слева уголь, карандаш, голова моей дочери. Справа в том же ключе линером и масляной пастелью с натура. Далее несколько разворотов, линер, масляная пастель. Хотела прийти к какому-то свободному пользованию линером, но сложность моя в том, что я плохо понимаю линию, а лучше понимаю пятно. Мне все время казалось это незаконченным, пустым, и я как будто теряюсь в линии. Есть художники, которые не просто не боятся рисовать сразу линией свободной, они как будто видят, какой будет результат. То есть результат не случайный. У меня так получается видеть результат, когда я работаю пятном. А линия для меня как бессмысленное дребезжание, которое раздражает глаз. Но я пробовала очень многое в набросках для того, чтобы сориентироваться, что мне подходит, а что мне не подходит. Наброски людей по моим фотографиям. Еще делала в 2020 году, когда был локдаун, ездила с мамой на проверки в больницу, и по дороге обратно просто была ошеломлена количеством людей на остановках. Потом пробовала их свободно набросать. А эти ребята собирают мусорные баки под моим окном. В следующий раз я буду продолжать листать этот скетчбук. Здесь есть полноценные работы масляной пастелью. Здесь далее более удачные работы углем. Подписывайтесь, ставьте колокольчик, пишите комментарии. На них я сразу отвечаю. До встречи на моем канале.